Поговорим про эскиз. Для своего личного удобства и для удобства ваших будущих клиентов перед созданием изделий можно рисовать эскиз. Что же такое эскиз? Простыми словами, это набросок вашего будущего украшения, рисунок. Рисуя эскиз, вы можете видеть целиком ваше будущее украшение. На рисунке вы можете продумывать линии, менять их, менять разные элементы, если первоначальная задумка вам чем-то не понравится. Это очень удобно и наглядно. А для того, чтобы еще лучше представить ваше будущее украшение, вы можете буквально подставлять к этому рисунку разные бусины и другие элементы. Этот вариант очень удобен, особенно когда вы делаете изделие на заказ, ведь еще не изготовив изделие, вы можете показать его своему заказчику. Такой способ продумывания украшений я называю приставным. Все очень просто, от слова «приставить». Вы рисуете, например, веточку, прорисовываете какие-то элементы, например, бусины, и приставляете их к рисунку. Пользуйтесь приставным способом, это очень удобно. Что же такое эскиз, мы разобрались, теперь давайте разбираться, как его рисовать. Ведь кто-то из вас наверняка сейчас скажет, что не умеет рисовать, но это совершенно не проблема, и сейчас я вам расскажу, как это сделать. Забегая немного вперед, я напомню вам о своей теории линий. Представьте, что каждое украшение, как фактически, так и на эскизе, строится из линий. Давайте вспомним наши условные обозначения, где мы говорили про стебель и отростки. Так вот, глядя на разные украшения, проводите визуально глазками эти линии. И тогда вам будет сильно легче представить, как было сделано то или иное изделие. И здесь самое время поговорить о насмотренности. Что же такое насмотренность? Простыми словами, это такое качество, когда человек, не разбираясь глубоко в каком-то деле, может посмотреть много-много разных картинок и понять примерно, как это можно сделать. Насмотренность позволяет заразиться вкусом. Для того, чтобы научиться насмотренности, нужно буквально смотреть много разных картинок. Существует потрясающий сайт с разными идеями, который называется Pinterest. Вы можете найти этот сайт или скачать приложение и ввести в поиске запрос. Например, украшение из проволоки или украшение из бусин, веточка в прическу, свадебные украшения для волос, серьги ручной работы из бусин и так далее. И вы найдете огромное количество разных украшений. Я предлагаю вам создать там свою папку. В Пинтересте она называется «Доска». Сохраняйте туда все украшения, которые вам нравятся больше всего. Затем откройте эту доску, всмотритесь в сохраненные вами фотографии и поищите, что же общего у этих украшений. Какие у них есть общие линии. Да-да, не забываем о линиях. Таким образом, вы наглядно поймете, что вам нравится больше всего. А то, что вам нравится больше всего, характеризует и вас самих. Затем возьмите бумагу, карандаш и нарисуйте эти линии, которые вам нравятся больше всего. Обращайте внимание на изгиб, на стилистику, которая вам нравится, даже на вид бусин. И исходя из этого, нарисуйте свой первый эскиз. Такое упражнение позволит вам скорее найти свою индивидуальную форму украшений. А глядя на разные изделия, вы будете развивать свою насмотренность. И все больше и больше будете замечать, какие линии вам нравятся, какие изгибы вам нравятся, и в конце концов придете к своей форме украшений. Ненадолго вернемся к теме эскизов. Так ли они нужны? Стоит ли рисовать? Я предлагаю вам небольшой эксперимент. Попробуйте создать украшение, импровизируя, а прежде чем сделать следующее изделие, нарисуйте эскиз. Испробуйте приставной способ, подбирая элементы. И затем оцените, как вам было удобнее, с эскизом или без него. А теперь про дополнительные источники вдохновения. Снова возвращаемся на Pinterest и по запросу ищем там свадебные платья и свадебные прически. Всматривайтесь в платье и находите акценты. Также всматривайтесь в прически и находите там линии. Об этом я сделала отдельное видео на своем YouTube-канале. Прилагаю его и рекомендую к просмотру.